38 лет трезвости, Норма, США. Добро пожаловать. We're ready for you. Okay, hello everybody. My name is Norma and I'm an alcoholic. Здравствуйте все, меня зовут Норма, и я алкоголик. And thank you for your kind invitation to share my experience. Спасибо большое за ваше приглашение поделиться своим опытом. I have been sober since August 1st, 1983, so that's 38 years this month. Я трезва с 1 августа 1983 года, то есть в этом году, в этом месяце 38 лет трезвости. And it has been an amazing journey, but not everything has been wonderful. Это было замечательное, такое удивительное путешествие, хотя, конечно, не все было идеальным. In the beginning, as I was growing up, my mother, very much an alcoholic, and my father very angry. В моем раннем детстве моя мать стала алкоголичкой, и мой отец был очень гневливым человеком, очень сердит на это. We were not poor. We had our material needs taken care of, but there was a lot of secrets and a lot of shame. И хотя мы не были бедными, у нас как бы основные материальные нужды все были в порядке, но в нашей семье было очень много стыда и очень много секретов. One time, my father hit me in the face, and mother would cover the bruises with makeup. Однажды отец стукнул меня по лицу, и мама взяла пудру и закрасила эти синяки. I went to visit my grandmother, and the makeup wore off, and she saw the bruise and asked me what happened. Я поехала к своей бабушке, и пока я туда добралась, вот эта вот пудра, она вся стерлась, и бабушка увидела эти синяки и спросила, что же с тобой случилось. So now I had to decide whether to lie to my grandmother to stay out of trouble or to get in trouble with my father for telling the truth. И я была поставлена перед выбором, обмануть ли бабушку, не сказать ей ничего правду, или сказать ей, но зато отец будет на меня очень зол. I was angry about these things for many years until I learned how to forgive my family for being sick. Я была очень сердита на свою семью вот за такие вещи, за такие ситуации, пока я не научилась прощать моих близких за то, что они больные люди. I would try to escape from the pain and confusion of my life by playing my guitar and singing and writing songs. И вот вид как бы выхода из этих ситуаций в семье для меня стала игра на гитаре. Я научилась играть на гитаре и сама сочинять, писать и петь песни. One verse of a song I wrote went like this: the beer has turned to wine, the wine has turned to gin. И вот одна из песен, которую я сочинила, звучала так: пиво превратилось в вино, вино превратилось в джин. My laughter turns to sighs, the good times, the good friends are memories. И моя жизнь становится все меньше и меньше. Замечательные времена, замечательные друзья просто остались все в воспоминаниях. All that's left to understand is the glass in my hand. Все, что осталось понять, это бокал в моей руке. Bill Wilson, our AA founder, said that it was awful to admit that we have lived with such fear and obsession that only an act of God could save us. И вот основатель анонимных алкоголиков Билл Уилсон, он сказал такую фразу, что просто невозможно понять, но правда в том, что только как бы действенный Бог
сможет помочь нам, алкоголикам. My journey in recovery was a series of letting go, of surrender over and over. Моя дорога в выздоровлении состояла из такого постоянных каких-то процессов капитуляции. Постоянно снова и снова мне приходилось капитулировать. First, I had to surrender that I was alcoholic. Сначала мне пришлось сдаться и признать, что я алкоголик. This happened when I had moved and moved and moved. I moved around trying to escape me. И вот для начала я признала то, что я постоянно пыталась переезжать. Я переезжала в новые места. И я поняла, что я просто пытаюсь убежать от самой себя. I thought things would be different if I moved to another place with other friends, away from my family. Я думала, что все изменится, если я уеду в другое место, с друзьями буду жить, подальше от своей семьи. So I would move to a new town. I would get a good job. I would have a nice place to live. But on the inside, I had nothing. Я все время пыталась переехать в какой-то, может быть, получше город, найти хороших друзей, переехать жить с этими друзьями, найти хорошую работу. Но внутри у меня все равно была вот эта пустота, внутри была только я. I would look in the mirror and I would see loneliness and despair. И когда я смотрела в зеркало, я видела только одиночество и отчаяние. I several times tried to kill myself. Несколько раз я пыталась себя убить. It was hard to live without drinking. Было очень тяжело жить без выпивки. Sometimes I would take a bottle of pills and lay down to die. Иногда я просто принимала целый флакон этих таблеток и ложилась и ждала, когда я умру. Always someone found me and got me help. Но всегда кто-то находил меня и звал медиков на помощь. But I was so depressed because I did not know how to live happily. Но я была всегда в постоянной депрессии, потому что я просто не знала, как получить, как жить в счастье, как найти счастье. I was like a little robot, working, eating, sleeping. Я была, в общем-то, как робот. Я только ходила на работу, спала, ела. I didn't really want to be alive. Я не хотела больше быть живой, жить. But one night I met a girl who was a recovered alcoholic. Но однажды я познакомилась с женщиной, которая была выздоровевший алкоголик. She told me the story of how she got sober. Она рассказала мне свою историю, как она протрезвела. Things changed for me that day. И в этот день что-то изменилось для меня. I still had a belly full of booze and drinking, but a head full of AA. У меня в желудке все еще находился алкоголь, но в голове у меня уже появилась мысль об анонимных алкоголиках. Bill Wilson said, once the idea is in the mind of another alcoholic, they can never be the same again. Вот Билл Уилсон тоже сказал, что как только в нашу голову алкоголика попадает идея об АА, то мы не можем уже жить по-старому, уже что-то меняется. The true nature of our malady stays with us, and we begin to question ourselves. Настоящая вот эта духовная болезнь, она всегда остается в нас, но мы начинаем задавать себе какие-то вопросы, душа начинает задавать вопросы. This was when I decided to join AA. И вот тогда я решила вступить в члены анонимных алкоголиков. I stopped drinking and I stopped going to bars. I had new friends, but I still had a lot to learn. Я перестала выпивать, и я перестала ходить по барам. У меня появились новые друзья,
но пока мне еще необходимо было многое понять и узнать. For the first 3 years I was sober, I loved going to meetings. I loved the fellowship, but that's all I had. В первые 3 года мне очень нравилось ходить на группы, мне нравилось ходить на тусовки, но это все, чем я занималась. I did not work the 12 steps. I did not have a sponsor, and I did not develop a relationship with the God of my understanding. Я не проходила по 12 шагам, у меня не было спонсора, и у меня не было в моей жизни Бога, как я его понимаю. I found relief, but not recovery. Я нашла какое-то облегчение, но это не было выздоровлением. By now, I had married a man that I did not see him as an alcoholic. К тому времени я вышла замуж за человека, но я не думала, что он алкоголик. We had a baby very quickly in the marriage. Довольно быстро у нас родился ребенок. I still had not found the solution to fear, self-pity, morbid reflection. И у меня к тому времени еще не было решения вот этого состояния саможалости, жертвы, гнева. Because I married an alcoholic, I was unhappy in the marriage and I had a lot of fear. И так как я вышла замуж за алкоголика, то у меня в жизни было очень много страха. So I began drinking again. И я начала снова употреблять. I was wondering how other people could be so happy and free and not drink. Мне всегда было интересно, почему другие люди оставались свободными, счастливыми и не пили. This made me realize that they were doing something that I had somehow missed out on. И я поняла, что я что-то упустила, что я что-то не сделала, то, что делали они. I made a new decision as I listened to other people tell their stories that perhaps I could try again. И я приняла такое решение, когда вот я слушала этих людей, слушала их истории, что, может быть, мне нужно попытаться еще раз. I heard people talk about working the steps, especially step 3. Я слышала, что люди работают по шагам, и особенно они много говорили о 3-м шаге. I found a new willingness and I started over again. И вот у меня возникла вот эта новая готовность, и я начала заново. During this time, I didn't have a place to live. В то время у меня даже не было места, где, своего жилья, где жить. Me and my baby lived with a friend or a relative here and there for a couple of weeks at a time. Я с моим ребенком переезжала с одного места на другое, жила или у друзей, или у своих каких-то родственников, где-то по 2 недели за раз и переезжала в новое место. It was a hard situation. I was still full of fear, wondering how I was going to take care of my baby and me. Это была очень тяжелая ситуация, и мне было очень-очень страшно, как я смогу заботиться о себе и особенно о своем ребенке. One day I sat on the steps of a little house where people were meeting inside for AA. И вот однажды я сидела на ступеньках такого небольшого дома, где происходило собрание анонимных алкоголиков. I felt like I was at a turning point. И я чувствовала, как будто я стою на распутье. I thought, I'm either going to go get drunk, lose my baby and die, or I have to choose recovery. У меня был выбор или поехать напиться, и я уверена была, что у меня заберут моего ребенка, и что я тогда умру, или был выбор начать выздоровление снова. I was wondering if what these people had was real. I was wondering if God was real.
И мне было очень как бы непонятно, если вот то, что эти люди делают, что это вообще реальность, что это настоящее, и что вообще Бог настоящий. I later realized I believed in God, but I put my faith in many other things, like alcohol. И я поняла позже, что я, в общем-то, верила в Бога, но я веру свою отдавала другим вещам, таким как, например, алкоголь. I thought either God is or God is not. I had to believe that He existed. И я думала, что есть ли Бог, или его просто вообще нет. Но я понимала, что я верю, что Бог есть. So I decided that I was just going to stay sober and do whatever was in front of me to do, and that God would take care of me and my baby. И я просто решила, приняла такое решение, что я буду делать то, что вот лежит передо мной, то, что я могу сделать, и я отдам Богу заботу обо мне и о моем ребенке. It was interesting. Right after that, someone came up and offered me a place to stay. И вот самое интересное, что практически после этого какой-то человек подошел ко мне и предложил мне помочь с жильем. I did whatever I could to find work to feed myself and my baby. И я делала все, чтобы найти работу, чтобы купить еду для моего ребенка. Later, I found a very good job, a nice little apartment, and moved in. И чуть позже я нашла очень хорошую работу, я нашла маленькую такую небольшую красивенькую квартирку, в которую мы переехали. There was no electricity on yet, but I didn't care. I У sat in меня the тогда, у меня тогда даже не было электричества, я не могла за него платить, но мне было неважно. I sat by the window holding my baby and looking up at the stars, thanking God. Я просто сидела около окошка, держа своего ребенка, глядя на звезды и благодарила Бога. I leaned on the grace of God for many years after that. Я опиралась на Божью благодать, на Божью милость очень много лет после этого. I depended on this grace to change me from being a drunk into a lady. Я доверилась этой милости Божьей, чтобы она изменила меня и из алкоголика превратила в леди. Over the next few years, I came to many other times of feeling powerless and needing to surrender. И вот за последующие несколько лет у меня было много таких ситуаций, когда мне приходилось сдаваться и приходить к Богу с капитуляцией. I had some unhappy relationships, but found intimacy with God. У меня были не очень хорошие отношения с мужчинами, но я нашла вот эту вот интимную близость с Богом. Later, I found a husband who is very spiritual. Позже я нашла мужа, который был очень духовный. We have been married for 32 years. Мы уже живем вместе 32 года. We share our recovery together and help many people. И мы вместе проходим по процессу, по пути выздоровления и помощи многим другим людям. During these years, though, one of my sons, we have two, one of them ran away when he was a teenager. И вот в период этой жизни вместе у нас было 2 сына, и один из наших сыновей, когда он был подростком, он убежал из дома. It caused me much heartbreak over the years. Это было для меня очень трудно пережить, разбило мое сердце. Our older son had a problem with drugs and went to jail a lot. У нашего старшего сына были проблемы с наркотиками, и он много раз попадал в тюрьму. Later, he did find sobriety and a new job and married and had a little baby girl. Но позже он все-таки пришел к выздоровлению, он нашел работу, женился, и у него родилась маленькая девочка. Unfortunately,
he got in a car wreck after a few years of sobriety and died. Но, к сожалению, через несколько лет после его выздоровления он попал в аварию, в автомобильную и умер. It was the great love of the fellowship that carried us through these times. И вот через эту трагедию нам помогло пережить общение и дружба в анонимных алкоголиках. I found out that I could be grateful for many things, even if some things were terribly tragic. И я поняла, что я все равно могу быть благодарной за многие-многие вещи, несмотря на то, что какие-то события становятся очень трагическими в моей жизни. My success today is not based on the absence of problems, but on the presence of power. Мой успех в жизни сейчас зависит не от отсутствия проблем, а от присутствия Божьей силы. It is power that I find in our way of life. Эту силу я нахожу в нашем образе жизни. And power I find in our spiritual principles. И эту силу я нахожу в духовных принципах. Power of the loving fellowship. Это сила любви и дружбы в сообществе. The fellowship of the Spirit. Это сообщество духа. I want to tell you a little story I heard. Я хочу рассказать вам небольшую историю, которую я услышала. It's a story I have lived. Это история моей жизни. It is about a king who did not believe in God's goodness. Это история о царе, который не верил в силу Бога. He had a servant that would always say, everything God does is perfect. У него был служащий, работник, который всегда говорил, все, что делает Бог, человек, это замечательно, царь, все, что делает царь, это замечательно. In God's world, there are no mistakes. И в Божьем мире не бывает ошибок. Все, что делает Бог, про Бога, извиняюсь. One day, the king and his servant went hunting. Один раз царь и его служащий пошли на охоту. A wild animal attacked the king. И на царя напал какое-то животное, дикое животное. The servant killed the animal, but the king lost one of his fingers. Этот служащий убил это животное, но царь все-таки потерял один из своих пальцев. Он ему оторвал один из пальцев. The king was furious. Король, этот царь, был очень рассержен. He said, if God was good, I would not have been attacked. Он сказал, что если бы Бог был таким хорошим, то на меня бы никто не напал. I would not have lost my finger. И я бы не потерял этот палец. The servant said, all I can tell you is that God is good and he knows why these things happen. И его служащий сказал, что я только знаю, что Бог велик, и все, что происходит, оно происходит не случайно. God is never wrong. И у Бога не бывает ошибок. The king was very angry and put his servant in jail. Царь очень сильно рассердился и посадил этого человека в тюрьму. Later, the king went on a hunt by himself. И попозже он пошел опять на охоту, но теперь один. He was captured by wild men who were going to sacrifice him. И его захватили в плен какое-то дикое племя, которое жило рядом. И они захотели его предать в жертву. They were about to kill him when they saw he was missing a finger. Они хотели его убить, но они увидели, что у него нет одного пальца. They decided he was not good enough to sacrifice. He had to be more perfect. И они решили, что он недостаточно хорош для такой жертвы для своих богов. Поэтому они оставили его жить. They released the king who went back to the servant. Они отпустили его, и он вернулся домой назад.
He hugged his servant, let him out of jail, and said, God was so good. Он выпустил этого человека из тюрьмы, своего служащего, и сказал: Бог был хорош, Бог любил меня. I was nearly killed, except for my missing finger saved me. У меня была та же самая история, меня почти убило, но у меня этот палец, которого не было, он меня спас. The king said, but I have a question. If God is good, why did he allow me to put you in jail? Но тогда царь сказал: но если Бог такой классный, то почему он разрешил, чтобы ты сидел в тюрьме? The servant said, my king, if I had gone with you, I would have been sacrificed. Но тогда этот служащий сказал: если бы я пошел с тобой, то тогда меня бы убили в качестве жертвы. I have no missing finger. Remember, everything God does is perfect. У меня же все пальцы на руках, поэтому помни, что все, что делает Бог, это хорошо. The reason this story means something to me is that I too had to learn to trust God. И вот почему эта история так отзывается мне, потому что я тоже должна была научиться доверять Богу. I raised that little baby that I brought into recovery with me. Я вырастила этого ребенка, с которым вот я начинала свое выздоровление когда-то давно. As a teenager, he went through many troubled years. Когда он был в возрасте тинейджера, подростка, у него было очень много проблем. He would run away, and I wouldn't see him for a long time. Он убегал из дома, и я долго его не видела. Every once in a while, I got to see him, but it was always under stressful times. Периодически он приходил, но всегда было очень много стресса от разговоров с ним. The last time I saw him, he was 19. Последний раз, когда я его видела, ему было 19. I didn't know at the time, but 10 years would go by before I saw him again. Я не знала на тот момент, но я его не видела последующие 10 лет. I was powerless over this. Я была полностью бессильна в этой ситуации. I had to turn to God. Я должна была обратиться просто к Богу. I began to live the solution the program offers. И я начала жить вот в этом решении, которое предлагает нам наша программа. I did service work every day. Я каждый день участвовала в служении. I would go to meetings and share my experience and look for a new person. Я ходила на группы, я рассказывала о своем опыте, я искала новичков. I remember one Christmas I was so sad. Я помню один раз на Рождество я была очень-очень печальна. I tried to be brave for the sake of my husband. Я пыталась быть смелой и сильной ради своего мужа. But it was hard, another Christmas without my son. Но это было очень тяжело переживать этот праздник опять без моего сына. The phone rang, and it was one of the girls I sponsor. И зазвонил телефон, и на проводе была одна из моих подспонсоров. She was very depressed, even suicidal. Она тоже была очень сильно в депрессии, даже, в общем-то, думала о суициде. We talked for about 45 minutes. Мы проговорили где-то 45 минут. When I hung up the phone, I felt gratitude. Когда я повесила трубку, я почувствовала благодарность. Somehow things change when you talk to another alcoholic and help them out. Каким-то образом ты меняешься, когда ты разговариваешь с другим алкоголиком и пытаешься ему помочь. It is a design for living that works even in hard days. Это такой дизайн, это такой образ жизни, который помогает даже в самые тяжелые времена. I know I have found power, purpose, and peace.
Я знаю, что я нашла силу, цель и мир through prayer, gratitude, and service. через молитву, благодарность и служение. It was hard sometimes not to lose hope. Иногда было очень-очень тяжело не потерять надежду. More than once I questioned God. Очень часто я спрашивала Бога. And one day at a time, as I asked God to guide me and strengthen me, И каждый раз я просила Бога, чтобы Он давал мне силу и помогал мне. I found a stronger faith. И через это я нашла более сильную веру для себя. I knew one day I would understand. И я знала, что когда-нибудь я пойму. Faith really isn't faith until it's all you've got left. Вера — это на самом деле не вера, пока это все, что у тебя не осталось, когда все ушло. I had some very amazing experiences through the spiritual process of surrender. И вот через эту духовную капитуляцию у меня были достаточно интересные опыты, достаточно такие интересные переживания. Some years ago, the phone rang and it was my son. Несколько лет назад зазвонил телефон, и это был мой сын. He was 29 years old. Ему было 29 лет. We talked for hours about what he had been doing. Мы с ним разговаривали часами о том, что было в его жизни. He was going to a university. Он учился в университете. He was busy writing and singing songs like me. Он так же, как и я, писал, и сочинял и пел песни. He was doing a lot helping other people Он много пытался помогать другим людям in his own way. по-своему. We spent a lot of time reconnecting. Мы очень много времени стали проводить вместе. It was during this time that I found out he had gone through a lot of bad experiences. И за это время он рассказал мне о очень тяжелых ситуациях, через которые он прошел. It was these experiences that helped shape his character. И вот эти ситуации, эти опыты, они помогли ему получить вот этот сильный характер. It made him a stronger person, Они сделали его сильным человеком. one committed to living life more meaningfully. Он принял решение жить свою жизнь наиболее значительным образом. It was difficult to listen to these things. Мне было очень тяжело слышать об этом всем, To see how much pain my son had to go through. слышать о той боли, через которую он должен был прожить, To be who he is today. чтобы стать таким, каким он стал сейчас. I know if I'd been part of those experiences, it would have been too hard for me. И я знаю, что если бы я была с ним в тех ситуациях, в той боли, то мне было бы очень тяжело ее прожить. As a mother, I would not have been able to handle it. Я бы просто не смогла, как будучи его матерью, я бы просто не смогла их прожить. But during the 10 years I was apart from my son, Но вот в tечение этих 10 лет, которых я была далеко от своего сына, I changed too. я тоже изменилась. I became a stronger person. Я тоже стала сильнее. And it made me more able to understand him today. И это сделало меня такой, что я могу намного лучше его понять сегодня. While I continued living my life, Хотя я продолжала жить свою жизнь and seeking God's purpose и искать Божьи цели, and continuing carrying the message, и продолжала нести весть God was answering prayers for my son. Бог отвечал на молитвы о моем сыне.
И мы, по-моему, пока потеряли. You hear me? Hello? Now we Yeah. can. Okay, sorry. So That's all right. I said that during the 10 years, God changed me into a stronger Mhm. person. Yep. And we said that. while I continued living my life and seeking God's purpose. Yep, we said that too. That was last sentence. Okay. And continued carrying the message. God was answering Mhm. prayers for my son. Yep, that's where we stopped. And so this is what made me understand that just like the king, I could see that God had a plan. И вот это помогло мне увидеть, что вот как в истории с царем, у Бога был какой-то план. And I began to see that like the king and his servant, God is never wrong. И так же, как в той истории, у Бога нет ошибок. And I found also that God can turn anything that was meant for bad into something good. И я также поняла, что Бог может любое плохое перевернуть в хорошее, превратить в хорошее. Now I share the story that helps many other mothers and fathers who are missing their sons. И теперь я могу поделиться этой историей о своем сыне со многими матерями и отцами, которые также попадают в такую ситуацию с своими детьми. It gives them hope. Это дает им надежду. And I can also remember when I heard stories that gave me hope and helped me. И я также вспоминаю, что я слышала истории, которые давали мне надежду и помогали мне. Bill Wilson said once, Билл Уилсон однажды сказал, the good is the enemy of the best. хорошее — это враг лучшего. And it took me a while to understand that. И вот у меня заняло довольно долго, чтобы понять, о чем это. What he meant was what is good for him may not be best for everyone. И что он имел в виду, это то, что хорошо для него, может быть, не является лучшим для других. Only God knows what's really best. Только Бог знает, что самое лучшее. I don't have to know it all ahead of time. И мне на самом деле и не надо знать все наперед. I have learned to live in the present moment and trust that God will protect me today. И я научилась жить в настоящем моменте и доверять то, что Бог защитит меня сегодня. And provide for me today. И Он обеспечит меня всем необходимым сегодня. I live by faith, not sight. И я живу не видением, а верованием. It's a place where I am going beyond acceptance. И это вот это место, которое есть в душе, больше, чем просто принятие, Beyond surrender. больше, чем капитуляция. It's a place of total abandonment. Это место полной как бы покинутости. It's like free falling into the grace of God. Это как будто я просто падаю с высоты в милость Божью. I ask myself, can I let go of what I wish to happen in my life? И я спросила себя, могу ли я отпустить вот эти все желания, которые у меня есть для моей жизни, For what God wants to happen instead? и отдать это Богу, чтобы это было так, как хочет Он. Believing this, can I understand if it's God's will, it's better. И верить в то, что если это воля Бога, то это лучше для меня. Better than anything I can dream. Лучше, чем любая моя мечта. I understand today that there are no shortcuts to spiritual growth. И я понимаю сейчас, что нет никаких коротких дорожек к духовному росту. The Serenity Prayer says, accepting hardship is the pathway to peace.
В молитве о нашем душевном покое говорится, что say it again, what's the saying? Accepting hardship is the Accept, path to peace. ага. Что принятие трудностей– это дорога к миру. You see, if I had not gone through those years of sorrow and despair, Если бы я не пережила вот те годы печали и отчаяния, I would not have turned to God. я бы не обратилась к Богу. I would not have found compassion for others' suffering. Я бы не нашла сочувствия другим людям, которые переживают страдания. I would not have experienced true surrender. Я бы не пережила вот этой настоящей капитуляции. I would not have looked for God through prayer Я бы не искала Бога в молитве. or seen the hand of God as he demonstrates his omnipotence. И я бы не увидела руку Бога, которая является во всей своей мощи. I enjoy the time I have with my son now. Сейчас я очень радуюсь тому времени, которое у меня есть с моим сыном. But the real gift was trusting God through that experience. Но через этот опыт я получила настоящий дар. Это доверие Богу. Can I give up who I am today for who God wants me to be? Могу ли я перестать хотеть быть какой-то особенной и стать такой, какой хочет Бог? The answer is yes. И ответ – да. Things in life may change. Вещи, ситуации в жизни сильно меняются, The spiritual lessons do not. а духовные уроки нет. The same opportunities appear over and over. Подобные возможности появляются вновь и вновь. Trusting God, powerlessness, acceptance, surrender. Верование Богу, принятие, сдача. What changes is the depth and intensity of those lessons. Что изменяется в этих уроках – это глубина и интенсивность. I did not know what the future held for me, Я не знала, что будет в моем будущем, but I began to change in every area of my life. но я начала изменяться в каждой сфере моей жизни. I went from being spiritually poor to spiritually rich. Я получила из духовной бедности, я получила духовное богатство. From having no home to having a worldwide family. И когда у меня не было вообще никакого дома, теперь у меня есть семья во всем мире. From having no reason to live to having a great purpose in life. Когда у меня не было причины для жизни, сейчас у меня есть очень важная цель в жизни. Only God could accomplish this. И только Бог мог это сделать. I've watched him turn mistakes into miracles. И я видела, как он меняет ошибки на чудеса. I didn't know God when I first came into AA, Я совсем не знала Бога, когда я пришла в анонимный алкоголик. but through meditation and prayer, I began to listen for his voice in my heart. Но через молитву и медитацию я начала слышать его голос в моем сердце. Before I knew the voice of God, I listened to the voices in my head. Перед тем, как я услышала голос Бога, я только слышала голоса в моей голове. They kept trying to tell me where to go, Они все время говорили мне, куда идти. but only God's voice guided me. Но потом только голос Бога направлял меня. It's the voice I hear in every AA story. И это голос, который я слышу в каждой истории, In every AA meeting, на каждой встрече and in every AA prayer. и в каждой молитве. I know my past is full of God showing up. И я знаю, что моя прошлая жизнь наполнена присутствием Бога. The evidence of his love is there. И доказательство того, что его любовь здесь.
I don't know why things should be different in my future. И я не знаю, как будет изменено мое будущее. I used to pray for so many things. Я раньше все время молилась о каких-то вещах. I would pray for money, love, or children. Я молилась о деньгах, о любви, о детях. Today I pray for humility, courage, and compassion. Сейчас я молюсь о смирении, сострадании и бесстрашии. My prayers change as I change. Мои молитвы изменяются по мере того, как изменяюсь я сама. I don't try to change AA, the big book, or the fellowship. Я не пытаюсь изменить Содружество или Большую книгу. I let AA change me through the fellowship, Я позволяю им изменить меня through the big book, через Большую книгу, через Содружество and through God's guidance. и через направление от Бога. I don't become who I want to be. Я не становлюсь той, какой я хочу стать, God changes what I want потому что Бог изменяет то, что я хочу. so that I become who He wants me to be. И я становлюсь такой, какой Он хочет, чтобы я стала. The big book says lack of power. That is our dilemma. А в Большой книге говорится, недостаток силы есть наша дилемма. And there is one who has all power. И есть тот, у кого есть вся сила. That one is God. May you find Him now. И это Бог, то есть найдете вы его ныне. I can tell you I have found that power. И я могу вам сказать, что я нашла эту силу. And there's no guarantees in life when it comes to what we wish. И, конечно же, нет никаких гарантий, что мы получим желаемое, Trying to change another person. что мы изменим другого человека. But there are many promises. Но у нас есть много обещаний. I hope that if you are new, you will remember how much we need you. Я надеюсь, если вы новичок, что вы помните, что вы нам очень нужны. We need every man and woman that comes into our fellowship. Нам нужен каждый мужчина и каждая женщина, которая к нам приходит. We need you to stand by the door, ready for people like me who come in. И вы нужны для того, чтобы вы стояли у дверей, встречая людей, которые к нам приходят. If it hadn't been for God, I would never have found AA. И если бы не было Бога, то я бы, наверное, никогда не нашла анонимных алкоголиков. If it hadn't been for AA, I would never have found God. Если бы не было анонимных алкоголиков, я бы никогда не нашла Бога. I feel like that my life has been nothing more or less than a great love story. И я верю, что моя жизнь — это не больше, не меньше история любви. It is a story of God's love for me and for you. Это история о Божьей любви ко мне и к вам. I always pray that we can keep the doors of AA open. Я всегда молюсь о том, чтобы наши двери оставались открытыми. And the doors of our hearts open. И двери нашего сердца открытыми. To try to see the best in each other. Чтобы мы пытались увидеть лучшее друг в друге. To trust each other and to trust AA. Чтобы мы доверяли друг другу и доверяли анонимным алкоголикам. Bill Wilson said this. Билл Уилсон сказал: God in his wisdom Бог в своей мудрости has given us three wonderful things. даровал нам 3 замечательных дара. Freedom from a deadly affliction. Свободу от ужасной болезни. Life experiences that allow us to carry this freedom to others. Жизненные переживания, которые позволяют нам нести эту свободу другим. And a vision of God's love. И видение Божьей любви. God did not give me a new life. Бог не дал мне новой жизни. He reconstructed my life.
Он перестроил мою жизнь. It is not my old life. Это не моя старая жизнь. It is a totally different life. Это совершенно другая жизнь. He changed my character, my purpose, and my focus. Он изменил мой характер, мою цель и мою задачу жизни. From self-determined objective Из каких-то себелюбивых целей to the perfect objective of God's will. К замечательным целям Божьей воли. From alcoholic personality Из характера алкоголика to AA principles. к духовным принципам. From being selfish and resentful Из обидчивого, себелюбивого человека to having compassion, humility, and unity. сострадательному и дружелюбному человеку. Things happen sometimes that are not good. Иногда случается, что что-то нехорошее с нами. But it's not what happens outside of me that's important. Но на самом деле внешние вещи, которые происходят вне меня, не так важны. But my response inside. Но это моя реакция внутри, что важно. When things take a turn for the worse, Когда что-то случается очень нехорошее, that does not limit the power of God это не ограничивает силу Бога or the love of God. или Божью любовь. I look at my life today, И когда я сейчас смотрю на свою жизнь, and in every single area of life, I have been transformed. я была изменена практически в каждой сфере моей жизни. I look at my relationships, my long-term marriage, being reunited with my son. Я вижу свои взаимоотношения, я вижу мой длинный брак, я вижу, что мои отношения с сыном возобновились. If I had asked for everything I wanted instead of everything God wanted for my life, how different things would be. Если бы я получила то, что я хотела от моей жизни, а не то, что Бог хотел в моей жизни, то у меня была бы совершенно другая жизнь. I would not trade everything that has happened for anything today. Я бы ни за что не променяла то, что у меня сейчас есть. Because I've found that God is never wrong. Потому что я узнала, что Бог никогда не ошибается. So that's what my experience, strength, and hope today, and thank you very much. И вот это вот и есть мой опыт, сила и надежда на сегодня. Спасибо вам большое. Мария, thank you so much. Так, большое спасибо. Поблагодарим нашего спикера за опыт. И теперь мы можем задавать вопросы. Можете ставить 3 единички в чат, либо написать вопрос. Я его озвучу. Вот. До вопросов напоминаю о 7-й традиции, согласно которой АА – это непрофессиональная организация, существующая на добровольных пожертвованиях. В чате выложены реквизиты для сбора добровольных пожертвований. Это не касается новичков. Вот, у нас первый вопрос от Ильнара. Ильнар, пожалуйста, микрофон твой. Да, привет всем, алкоголик. У меня вопрос, Норма, вот по такому поводу, да, я давно уже еще ответ не могу найти, ответ на этот вопрос, да. Вот смотри, да, у меня вот вроде есть семья, да, есть служение, есть группа, да, есть как бы и подспонсорный, да, и как бы есть шаги, да, но вот не могу я найти вот этого душевного покоя, да, я не знаю почему, вот. Вроде как бы все есть, да, но я чувствую себя одиноко, брошенно как-то, да, и вот у меня вот страх какой-то внутри постоянно, вот, ну, да, и вроде как бы все делаю, рекомендации, и звоню спонсору, да, ну, не знаю, вот,
Почему бы это вот? Как ты считаешь, вот просто твое мнение, да, вот. Я не могу просто найти ответа, долгое время нужно это, ну, как бы тоже, ну, не очень приятно находиться в этом состоянии. Спасибо. So this is Ilnar, and his question for you is that maybe you have had experience with this, or know of a person. He said that I've already did the steps. I do have sponsees. I have a family. I go to meetings. I do service work, but I still seem to not have the peace of in my soul, just like what we talk about. I still am full of fears, even though I do call my sponsor. I do try to do as much as I can. Do you know, do you have any recommendations or any experience with a situation like that? Yes, this is common. Но она говорит, это вполне обычно, это нормально. I think sometimes we can make things on the outside of us very ritualistic. Иногда вот мы делаем вот эти внешние вещи очень ритуальными для нас. То есть, как ритуалы. And we need to ask God to make it real to us. Надо попросить Бога, чтобы Он сделал их настоящими. And when we do things because we're supposed to instead of because we want to, it changes. Иногда мы делаем вот эти вещи, потому что от нас они требуются, а не потому что мы хотим этого делать. So sometimes we're looking at fear, and we have to look at what is the fear making me do. И мы смотрим, например, на страх, и нужно посмотреть, что страх заставляет меня делать. And this is a matter between you and God, and asking Him to revive your experience in service. И это как раз вот между тобой и Богом. Нужно попросить Бога, чтобы Он позволил тебе возродить вот этот твой опыт и твою жизнь. And especially asking for God's will and looking for gratitude. И особенно просить Божьей воли и искать благодарности. Okay. Так, спасибо. Thank you. Спасибо. От Ирен. Норма, спасибо огромнейшее. Клара, спасибо тебе. Норма, расскажи, пожалуйста, про инвентаризацию страхов. И расскажи, пожалуйста, про свои 9 шаги. So, they thank you for the share. And one question is if you could talk about the inventory of the fears that you do. And another one is about, if you could share a little bit about 9th step. Okay. Yes. So the inventory is looking at 5 areas of your life that you feel threatened in. В инвентаризации мы смотрим на 5 областей нашей жизни, в которые у нас есть какие-то страхи. So I might feel threatened in relationships. Первое, где я чувствую страх, это могут быть отношения. Threatened or find fear around my marriage. Где-то есть страхи или какие-то недопонимания в моем браке. Financial fear. Финансовые страхи. I might find fear in my plans or ambitions being interrupted. Я могу иметь страхи, если мои какие-то амбиции или мои планы не получаются. And the last area is how I feel about myself or what I think you think of me. И последнее, это как я чувствую себя, о себе, да, и как другие видят меня. So when I look at all these areas of my life, I have to identify what is it that I am afraid of. Когда я смотрю на вот эти области моей жизни, я должна для себя определить, чего же я боюсь.
And once I find what area I have fear in, then what I do is decide what to do next. И когда я нахожу вот эту область в своей жизни, где у меня есть страх, я затем решаю, что же мне нужно сделать следующее. Maybe I need to surrender or accept something. Может быть, мне нужно сдаться или найти какое-то принятие. Maybe I need to pray about something Может быть, мне нужно помолиться о чем-то and ask for God's guidance and и wisdom. попросить Божьей мудрости и направления. And sometimes I have to look at how my character defects are trying to control. Иногда я должна посмотреть, как выходят мои дефекты характера и пытаться контролировать. Am I trying to get other people's approval? Пытаюсь ли я найти одобрение других людей? Am I using anger as a weapon against someone? Использую ли я злость как оружие против других людей? Am I feeling fear that God will not give me protection and care? Есть ли у меня страх, что Бог не даст мне заботы и любви? Am I jumping into the future when I should stay in today? Прыгаю ли я в будущее, когда мне нужно оставаться в настоящем? These are the kind of things that I look at when I'm doing an inventory, because it always comes down to fear. Вот это вот то, как я работаю со страхами, как я провожу инвентаризацию страха. For the 9th step, amends, При возмещении ущерба в 9-м шаге an amends is healing a relationship. возмещение ущерба на самом деле это исцеление отношений. Somehow there is a tear or a rip between you and another person in your relationship. Вот где-то в этих отношениях произошел раскол, разрыв. As long as we are worried about someone coming into our life that we have hurt and we have fear around that. И вот есть люди в нашей жизни, которым мы принесли какую-то боль или вред, или мы навредили чем-то. We are unable to focus on today. Мы не можем, пока они есть в нашей жизни, мы не можем концентрироваться на настоящем. So I ask myself, Поэтому я спрашиваю сама себя, has my actions or attitude caused harm? Принесли ли вред мои действия или мое отношение к человеку? If so, I go to that person Если так случилось, то я иду к этому человеку and tell them I was wrong и говорю ему, что я была не права, and tell them why. и объясняю, почему. This gives them dignity. Это дает им возможность. They may or may not forgive. Они, может быть, простят, а может быть, не простят. That doesn't matter Это не важно most of the time. практически никогда. We do our part. Нам нужно сделать нашу долю, нашу часть. And afterwards, we can be useful instead of diminished. А после этого мы можем быть полезны. Because this business of always wondering about someone who we have hurt, it interrupts our ability to serve God. Потому что вот это вот мысли о том, как мы кому-то навредили и как у нас в душе после этого, оно мешает нам быть полезными Богу. Спасибо. Thank you. Спасибо. Следующий вопрос от Ильнара. Норма. Работая с подспонсорным по 4-му шагу, у меня не всегда получается объяснить и помочь ему увидеть, где его эгоизм, нечестность и корысть. Можно, пожалуйста, ваш опыт по этому поводу? So the question is about the work on step 4.
And the person is saying that when I work with my sponsees on the fifth step, sometimes I have hard time showing them their where they were egoistic or dishonest or self-seeking. Do you have any experience with that? Well, sometimes we have to wait a little while and ask God to give us the answers we're looking for. If it's not... Oh, sorry. Иногда нам приходится просто немножко подождать и попросить Бога, чтобы Он дал нам какие-то ответы на вопросы, которые мы сразу не видим. And what's most important really is looking at the fear in the situation. И что очень важно, вот когда вы рассматриваете ситуацию, увидеть страх. Because that's what it's always going to come down to, as I said before. Потому что, вот, как я раньше сказала, всегда будет страх. This is a spiritual process we have to go through. Это духовный процесс, через который мы проходим. And sometimes we have to wait and pray. Иногда мы должны просто остановиться и помолиться. But the answers will come. Но ответы придут. If you combine your prayers together. Если вы вместе будете молиться, объедините ваши молитвы. You can always ask someone else who knows that person and might be a little closer to the situation. Иногда вы можете попросить помощи, может быть, есть человек, который немножко ближе находится к этой ситуации или имел подобную ситуацию. If you have permission from your sponsee. Если ваш подспонсорный разрешит вам спросить совета. Спасибо. Спасибо. Пока нет вопросов, я хочу тоже задать от себя вопрос лично. Норма, скажи, пожалуйста, про свой опыт контакта с Богом. Как ты чувствуешь именно вот этот вот контакт с Богом? Вот, например, особенно в течение дня. Ну, можешь поделиться опытом 11-го утреннего шага. И если вдруг будет, ну, в течение дня, если какая-то вот какие-то сомнения, какой-то есть вопрос, нужно сделать какой-то выбор, как ты общаешься с Богом, какие вопросы, может быть, Ему задаешь, как ты видишь знаки, именно вот знаки от твоей высшей силы, как ты это понимаешь, что это ответ, может быть, во сне, может быть, сны снятся, или в течение дня, как вообще твой контакт с Богом происходит, с твоей высшей силой? Спасибо. So this is a question from Maria. Norma, she would like to know more about your conscious contact with God during the day. Maybe, you could talk about a little bit about the 11th step. She would like to know more about the 11th step, but she mostly wants to hear more about maybe like the signs from God, or if you have any dreams, or if you have any like feelings, how do you know that it's coming from your God, and how do you know if it's the direction that the God is giving you? Yes, a relationship with God is something that starts simple. Обычно отношения с Богом начинаются очень просто. With simple prayers. С простых молитв. And it's a relationship as you would have with any friend. И это такое отношение, какое у вас будет с любым другом, с простым другом. It's the more time you spend with God in prayer and meditation. И чем больше времени вы будете проводить с Богом в молитве и медитации, the more familiar you will be with His voice. Тем более знакомым для вас станет Его голос. I have on my hand 3 stars. У меня есть на руке 3 звезды. Can't see it very well. Может 3 быть, stars. вот так видно. Ага. Because
I guess 8 years before I knew where my son was, I asked God for a sign. Потому что вот где-то, например, около 8 лет до того, как у меня появилась опять связь с моим сыном, я очень просила Бога о знаке. I was specific. I asked for 3 stars. И я была очень как бы определенной. Я просила его о 3 звездах. I saw those 3 stars in the sky that night. И я увидела эти 3 звезды на небе в ту ночь. And later, I saw them again in a different way. И позже я опять увидела эти 3 звезды. I was asking God, will I reunite with my son again? Show me a sign. Я все время спрашивала Бога, смогу ли я увидеть снова своего сына, покажи мне какой-то, дай мне какой-то знак. 8 years later, that happened. Это случилось через 8 лет. It was rough the first couple of years, Первые 2 года мне было очень тяжело. but eventually things changed for both of us. Но постепенно все изменилось для обоих из нас. After several more years, when it was clear God had answered this prayer, Через несколько лет, когда мне уже стало ясно, что Бог ответил на мою молитву, meaning the relationship was healed and now very close, в смысле того, что наши отношения намного улучшились, и мы сейчас очень близки с сыном. I put these stars on my wrist as a sign of gratitude to God. И я сделала эти звезды на моей руке, чтобы показать благодарность Богу. God can speak to us in many ways. Бог может разговаривать с нами очень многими путями. What's important is that you set your focus in the morning. Что очень важно, это поставить как бы концентрацию, фокус с утра. Give God permission to be part of your life. Дайте Богу разрешение быть частью вашей жизни. But be ready to accept it if it's not what you want to hear. Но также будьте готовы принять, если это не то, что вы хотите. It's sort of like the relationship of love and obedience. Это как бы такое отношение любви и послушания. I don't always like the answer I get. Мне не всегда нравятся ответы, которые я получаю. Some say I don't like the way the gift is wrapped. Некоторые говорят, мне не всегда нравится обертка, в которой я получаю мой подарок. But if it came from God, I can trust that it's good in the long run. Но если это пришло от Бога, я могу верить в то, что это хорошее для меня. We're supposed to practice principles. Нам предлагается практиковать эти принципы. That's because when I was drinking, I was not practicing. Это еще и значит, что когда я употребляю, я ничего не практикую. Or if I was practicing, it wasn't something good. Или если я что-то там практикую, то это ничего хорошего. It was bad habits. Это плохие мои привычки. So the vital sixth sense that we read about in step 11 И вот в 11 шаге мы читаем об этом 6 чувстве. starts with step 10. Оно начинается с 10 шага. Removing anger, pride, self-pity. Когда мы удаляем злобу, гордыню и жалость к себе. The step 10 inventory prepares us for what God might want to give us later. Инвентаризация 10 шага готовит нас к тому, что, может быть, Бог хочет дать нам позже. We have to have a clear channel. Нам надо открыть этот канал. And then we ask God's forgiveness when we have stepped away from spiritual principles. А затем мы просим Бога о прощении, когда мы отступаем от этих духовных принципов. Being human, that's going to happen. А так как мы люди, то это всегда случается с нами. That's why we have one day at a time. Поэтому мы живем одним днем. I don't beat myself up when I've done something wrong.
Я себя не гноблю, когда я делаю что-то не так. I just try again the next day, asking for God's forgiveness and strength. Я просто пытаюсь же еще раз в следующий день, и я прошу у Бога прощения и силы. Our relationship with God today is much stronger. Мои отношения с Богом на данный момент намного сильнее, Because I've had opportunity to have experience with God. потому что у меня была возможность пережить какой-то опыт с Богом. Just make a beginning and continue. И это может быть начало, которое будет продолжено. All right. Спасибо. Thank you. Thank you so much, Norma, for your experience. Так, от Ильнара вопрос. Норма, можно опыт твоего, так 11-го шага именно медитации, как делаешь ее ты? Could you please talk a little bit about your meditation? What, like, a little more specific about what you do? When I get up in the morning, I read something spiritual. Когда я утром просыпаюсь, я читаю какой-то отрывок духовный. It could be something from my personal faith. Это может быть что-то из моей личной религии. It could be a meditation book published by recovery sources. Это может быть из какой-то книги для медитации по выздоровлению. It could be the big book. Это может быть из большой книги. If something strikes me, I write it down. Если меня что-то очень сильно задевает, то я пишу это, записываю. I read it every day for a month. Я читаю это каждый день в течение 1 месяца. I may have several things written down that I meditate on those words. И я иногда записываю несколько каких-то слов или фраз, на которые я медитирую в течение вот этого месяца. And I began to get a sense of what God wants to teach me through it. И я потихонечку начинаю понимать какой-то вот, что смысл, которому Бог хочет научить меня через этот отрывок. I also frequently will find a prayer I like. И также часто я нахожу какую-то молитву отдельную, которая мне нравится. And read it in a meditative way. И я читаю ее вот в качестве медитации. It might be a prayer out of the big book, like the third step prayer. Это тоже может быть, например, молитва из большой книги, как молитва 3-го шага. It might be the prayer of Saint Francis. Может быть, молитва святого Франциска. It might come from some other source. Это может быть какая-то молитва из другого материала. But I will use those prayers to help develop my character and set my focus toward a higher plane. Но я использую их для того, чтобы развивать свой характер и чтобы как бы ставить цели более духовные. Every day I pray for others as well. И каждый день я также молюсь о других людях. I pray for my family. Я молюсь о своей семье. I pray forward and backward. Я молюсь вперед, и я молюсь назад. I pray for the future of those I love. Я молюсь о будущем тех людей, которых я люблю. And I pray for God to go back into the past and protect them as well. И я молюсь о том, чтобы Бог пошел в их прошлое и также их защищал. Because I believe God is timeless. Потому что я верю, что у Бога нет времени. And I can do retroactive prayer. И я могу делать вот такую ретроактивную молитву. Ретроградную. Yes, so that is how I meditate. Ну вот так я медитирую. Thank you. Thank you. Вопрос от Ирен. Норма, как часто сегодня ты работаешь со своим спонсором? There's a question about your sponsor. How often do you work with your sponsor now?
When I was new in sobriety, very frequently. Когда я была новичком в трезвости, очень-очень часто. I have a lot of sponsees and some are very new. I hear from them a lot, every day. У меня есть очень много подспонсорных, а некоторые из них новички, и я как бы общаюсь с ними очень часто, практически каждый день со многими. But as I begin to grow spiritually and grasp recoveries, the 12 steps, Но по мере того, как я стала духовно расти и больше как бы понимать процесс выздоровления and learn how to live sober, и научилась жить трезво, my dependence switched from my sponsor to God. моя зависимость как бы перешла от зависимости от спонсора к зависимости от Бога. I called her to tell her one of my sons died. Я позвонила ей, чтобы сообщить, что один из моих сыновей умер. I didn't want her to hear it from someone else. Потому что я не хотела, чтобы она узнала это от кого-то еще. And I wanted her prayers and her love. Я хотела ее любви и ее молитв. I called her when I had a problem with insomnia. Я звонила ей, когда у меня была проблема с невозможностью спать. Because doctors want to put you on sleeping pills. Потому что доктора хотят выписать тебе снотворное при такой болезни. I worried that would be a break in my sobriety. И я волновалась, что это будет считаться срывом. We talked about that and what to do and how to solve the problem. Мы поговорили с ней о том, что делать и как попытаться решить эту проблему. So I do call her when there is a problem. I want to be accountable with her. То есть я звоню ей, когда у меня есть вот такая проблема, когда мне нужен другой человек. But I more lean on God, on other people around me, like my husband, who is also spiritual. Но сейчас я как бы очень много опираюсь на Бога и опираюсь на людей, которые меня окружают, как, например, мой муж, который также является духовным человеком. And how God shows up in service. И также я надеюсь на Бога через свое служение. I stay in touch with what's going on with my sponsor through email. Я также посылаю моему спонсору имейлы, то есть я сообщаю ей, что у меня происходит в жизни. And social media. И через эти самые сети. And occasionally face to face. Ну и иногда мы встречаемся лицом к лицу. But I really believe with my sponsees, I do not want them depending on me all the time. Но я очень верю в то, что вот для моих подспонсорных я не хочу, чтобы они рассчитывали, как бы опирались только на меня. I want them to learn to depend on God too. Я хочу, чтобы они опирались на Бога тоже. Okay. Thank you. Так, спасибо. Большое спасибо. Наше собрание подходит к концу. Давайте еще раз поблагодарим нашего спикера за опыт. Напоминаю, что мнение, высказанное на спикерской, это личное мнение и опыт спикера, а не в целом. История, услышанная вами, была рассказана в доверии. Просьба остановить запись.